Ребята, я очень хочу вас сильно попросить не гнаться за выставлением большой амплитуды байка. Я понимаю, что вам всем нравятся очень большие вылеты, этим действительно удобнее работать, но поймите, во-первых, чем больше амплитуда, тем больше нагрузка на пружину. Тем дальше боек в пиковой позиции, в пиковой верхней находится дальше от катушек, тем больше нужно тока им, чтобы притянуть. То есть тем больше они будут греться, тем больше они могут вырубать блоки питания, если они слабые. Ну, естественно, пружины будут ломаться, потому что износ будет гораздо больше, чем при нормальной амплитуде. Вот. Я вообще ненавижу, когда билдеры пишут такую тему, что длинноходная тачка, там огромный вылет. То есть это означает, что билдер сам просто никогда не был нормальным татуировщиком, и он не умеет по-человечески выставлять иглу на холостую. Просто поймите, что есть такая вещь, как вылет иглы, это то, чем вы работаете, а есть амплитуда. И это индукционная машинка, это не ротор. У ротора движение есть только сверху вниз. И даже если вы рукой пошевелите, вы получите только это движение между двумя точками, между верхней точкой и нижней точкой. У индукции немножко по-другому. У нее есть верхняя точка в состоянии покоя, вот она. И есть нижняя точка. И есть также верхняя точка в состоянии рабочем. Это отлет, потому что когда у вас боек, вначале он щелкнул об катушку, а дальше он инерционно отлетел вверх, и боек еще вверх отлетает. Исходя из всего этого, следует вывод, что на холостую, вот этот носик, иголочка должна торчать примерно на миллиметр. Вот когда у вас лежит машинка в выключенном состоянии. И тогда вы получите офигенный вылет в рабочем состоянии, вот она, нижняя точка, да? И в то же время иголка у вас в верхней рабочей точке, она уйдет внутрь носика и смочится краской. И у вас будет все классно. Это как выставлять лайнерную иголочку. Например, Curved Magnum нужно выставлять так. Крайние иголки у вас находятся внутри, пиковые иголки торчат наружу. Они как раз будут торчать не больше, чем на 1 мм. Он будет уходить полностью вовнутрь, смачиваться и выходить наружу на достаточно большой вылет. При этом сама амплитуда у вас не будет огромной. Машинка у вас будет работать хорошо, она будет работать с высоким КПД, будет меньше греться, пружина будет служить дольше. И вы будете работать правильно, а не так, как кто-то вам сказал, показал, или вы сами сделали какое-то умозаключение, исходя из описания некоторых билдеров, которые сами никогда не являются татуировщиками. Даже если они когда-то являлись татуировщиками, посмотрите, какие они работы делали, какая у них вообще была скорость. Они хоть что-то вообще, собственно говоря, могут сказать, что я понимаю, как быстро и круто красить кожу, так, чтобы это было очень быстро и быстро заживало. Я такое могу сказать про себя. В свое время я был одним из самых быстрых татуировщиков России. Сейчас, благодаря тому, что я привнес эту культуру в тату-индустрию, именно российскую, чтобы здесь все быстро работали, а не жевали сопли, как это было давным-давно. Сейчас так работают уже все. И вот нужно соблюдать эти законы, потому что это относится к индукциям. К роторам это не относится. К роторам вам придется иголку ставить 0 в 0, например, с носиком, или даже чуть-чуть ее выбирать. Там совершенно другая история. Мы сейчас говорим про индукции. Поэтому, пожалуйста, делайте нормальную амплитуду. А вылет регулируйте, пожалуйста, вот таким вот образом. И будет вам счастье, скорость, и прям вообще да пребудут с вами силы света. И я люблю вас, друзья.